Множество чудес и достопримечательностей на земле ирландской. И одно из таких древних чудес находится в самом центре графства Типперари. Место называется Rock of Cashel. О нем сегодня и пойдет рассказ. Вот резиденция верховных королей Ирландии. Rock of Cashel или скала Кашель. 1000 лет стоит она здесь. Но что самое удивительное, все-таки TripAdvisor назвал главной достопримечательностью Кашеля музей, посвященный пасхальному восстанию 1916 года. Вот в этом всегда я искал и находил прямую связь наших ирландцев с Советским Союзом. Какой бы ни был великий памятник, музей революции имеет приоритетное значение. Вот и всегда как. Вот главный музей все-таки независимости и революции, а уже второстепенный музей исторический. Говорят, замковый комплекс на скале появился еще в IV веке. Его создал вождь одного из ирландских кланов Коннелл Корк. Но поистине всемирная известность пришла к Кашелю после появления здесь святого Патрика. Вот сам крест святого Патрика, которому посвящен был казусный случай при крещении короля Оингуса, короля Мюнстера. Патрик случайно наступил ему посохом на ногу. Но король не обиделся, посчитав это частью христианского обряда. И с тех пор именно так изображается крест святого Патрика, с самим Патриком и с основанием его в виде посоха. На дворе располагается копия креста. И говорят, и сам крест, и копия обладают чудодейственными свойствами. Например, девушка, желающая выйти замуж, может попробовать пропрыгать его по часовой стрелке на одной ноге за 9 прыжков и непременно выйдет замуж. А те, кто обнимут крест, избавятся навсегда от зубной боли. Вот как и все ирландские достопримечательности, достаточно древние, Кашель пережил большое количество трансформаций от дворцов великих королей до места святого служения. Сюда же когда-то приходил, точнее, святой Кевин наш из Глендало на собрание первоцерковников, первосвященников ирландских. А еще можно сказать, что Кашель — это ирландская хатынь. И даже я думаю, что все-таки жертв в хатыне было поменьше, чем в Кашеле. Во время осады города Оливером Кромвелем, это уже было в XVI веке, жители, спасаясь от английских войск, укрылись в храме. Англичане их подожгли. Говорят, более 3000 человек погибло, жителей ирландского города, в огне. Никто не пришел им на помощь. Такая вот совершенно трагическая история этого места. А еще они вот умудрились интегрировать храм, который, естественно, более поздней постройки, вместе с круговой башней, который в X и в XI веке во множестве строили в Ирландии. Такие есть практически во всех местах и городах.
Круговая башня в Кашеле появилась стараниями архиепископа Кормака Маккарти за одну ночь 1100 года, когда Кашель осаждали враги. Тогда это позволило спасти население города от нападений. Кормаку же посвящена вот эта часовня, которая появилась в 1127 году в ознаменовании вот этой благовестной спасительной башни. А позже появился собор, который полностью сгорел. А вот часовня Кормака Маккарти так и устояла в первозданном виде. Вот часовня Кормака, вот хоть она и выглядит немножко посвежее, чем остальное здание, она, оказывается, еще более древняя, чем сам замок. Вот часовня в XI веке построена, а собор в XII. А вот надворные постройки все уже 15 века. Вот, видно, песчаник какой-то, они ведь его специально брали. А теперь еще пишут, что росписи, фрески в часовне одни из наиболее древних вообще в мире. Внутренняя часть собора тоже велика, хоть эти крыши рухнула. Ну, вот остатки престола. Центральная часть сохранились. Выглядит очень массивно и солидно. Каменные своды какие тысячелетние. Опять выход на часовню. Надворные постройки, хоть и появились в 15 веке, почему-то навевают ассоциации с великим королем Ирландии и всех ирландцев Брайаном Бору, который захватил Кашель в 964 году. Здесь же он был коронован как великий король Ирландии, и практически ему удалось объединить всех ирландцев. Закончил свою жизнь, как известно, Брайан в Клантарской битве. А вот о чем мы говорилось, что неважно какой, так сказать, старины будет замок, главный музей посвящен революции.